Это видео будет интересным тем, кто не любит или не может выращивать цветы рассадным методом. К сожалению, не у всех есть такая возможность. Нет времени или необходимого тепличного помещения, а место в квартире ограничено. К тому же рассаде требуется хорошее освещение. К счастью, есть немало цветов, которые можно посеять семенами сразу в открытый грунт. Сделать это проще всего холодной осенью после листопада. За зиму семена пройдут естественную стратификацию холодом, а весной дружно взойдут. Так что же можно посеять? Если вы не знаете, что посадить на самых солнечных участках, посейте под зиму неприхотливую засухоустойчивую эшольцию. Этот красивый цветок достаточно выносливый. Его родина – Северная Америка, за что эшольцию еще называют калифорнийским маком. Вид эшольции калифорнийской является многолетником. Данная культура способна возобновляться своим самосевом. Яркие цветки эшольции достигают диаметра 5-8 см. Они будут украшать ваш сад с июня по октябрь. Очень красиво смотрятся огненные цветы эшольции на фоне сине-фиолетовой лаванды. Для посева лучше приобрести семенной материал английской узколистной лаванды, так как французские сорта менее зимостойкие. Семена этого многолетника должны пройти стратификацию холодом, поэтому их проще высевать сразу в открытый грунт под зиму. Так как они очень мелкие, глубоко в почву их не заглубляют. Земля должна быть рыхлой, с добавлением большого количества песка. После посева поливать грунт не надо. Просто прикройте место посадки слоем опавшей листвы. Хорошо бы зимой укрыть это место снегом. Весной с потеплением оставшуюся листву аккуратно убирают, а посевы прикрывают белым агроволокном. Таким же методом можно посеять бадан и горячавку. Среди горячавок есть много декоративных видов, которые отличаются размерами и сроками цветения. Есть весенне цветущие горячавки и те, что цветут летом и осенью. Цветы этого многолетника отличаются насыщенной синей окраской. Их можно выращивать как на солнце, так и в полутени. Это же касается и бадана. Вечно зеленый бадан красив своей крупной плотной листвой и ярким цветением. Его крупные пурпурные цветоносы и розовые соцветия украшают сад в апреле-мае и в первые недели лета. Пышные соцветия бадана могут насчитывать около 120 цветков. Его семена, как и горячавки, требуют длительной стратификации. Поэтому подзимние посевы существенно облегчат вам размножение этих растений. Еще небольшой совет. Мелкие семена цветов лучше высевать не в открытую почву, а в невысокие ящики, которые прикапывают в почву или ставят в неотапливаемые теплицы. Семена разбрасывают по поверхности и присыпают тонким слоем песка. Сверху можно набросать листву, которую заготавливают в листопад. К цветам, которым важен период воздействия холодом, относятся аквилегия и дельфиниум. Их семена для удобства можно посеять в широкие горшочки, которые вкапывают в землю. Весной, когда зеленые всходы окрепнут, их можно будет аккуратно рассадить в нужное вам место. Таким же методом вы можете посеять под зиму яркую купальницу и красочные многолетние примулы. Эти растения смогут расти на открытой местности и в полутени, но им потребуется оптимальная влажность грунта. Купальница хорошо растет даже в подтопляемых местах и непосредственно на берегу водоемов. А вот примулы переизбыток влаги в почве не любят. Стратификация холодом необходима такому стойкому цветку, как морозник, поэтому его семена также можно посеять под зиму сразу в открытый грунт. Это красивый и неприхотливый многолетник, который радует своим цветением раньше всех. В средней полосе морозник цветет примерно с марта по апрель, но из-за существенного изменения и потепления климата его цветение уже сдвигается ближе к зиме. Очень неприхотливые и симпатичные своим ажурным видом адонис и нигелла. Оба этих растения принадлежат одному семейству – лютиковые. Их кустики украшают не только цветы, но и перисто рассеченная листва. К тому же семена нигеллы – это ценный продукт, который с давних времен применяют в кулинарии, парфюмерии и медицине. Нигеллу еще называют черный тмин. С осени также можно посеять однолетний флокс Друмонда и гадецию. Их полюбили за неприхотливость, красоту и длительный срок цветения, который длится с июля до прихода морозов.
Такими цветами украшают передний край клумбы, высаживают их вдоль дорожек, а также выращивают в контейнерах. В садах, где нет суровых зим, можно попробовать посеять портулак. Это растение также отлично переносит даже длительную засуху, предпочитает солнечные места и особого ухода не требует. Почвопокровный портулак красиво прикроет оголенную почву. Его можно высаживать на каменистых горках и в солнечных цветниках. Цветы могут быть разной окраски, простые или махровые. Их диаметр около 3-4 см. Цветение портулака длится с начала лета до первых заморозков. В октябре-ноябре можно посеять в открытый грунт лунарию оживающую или многолетнюю. Лунария радует не только своим цветением, но и оригинальными плодами. Ее семена содержатся в полупрозрачной оболочке, похожей на перламутровую луну, за что растение и получило свое название. Веточки с сухими стручками можно использовать для составления зимних букетов. Цветет лунария в мае-июне. Из многолетних цветов под зиму несложно посеять семена колокольчика карпатского и гайлардии. Для самых солнечных участков можно вырастить астру альпийскую и декоративный тысячелистник. Они неприхотливые в уходе, светлолюбивые и морозостойкие. К таким относится и декоративный зверобой. Его крупные ярко-желтые цветы непрерывно раскрываются с июня по октябрь. Шаровидные цветущие кусты зверобоя очень украшают сад. Хорошо переносят засушливый летний период и никакого особого ухода не требуют. Посейте поздней осенью прямо в сад яркие цветы дороникума или ихниса. Эти растения порадуют вас не только своей красотой, но и редкой неприхотливостью. Цветение дороникума выглядит как солнечные островки из многочисленных желтых ромашек. Лихнис корончатый выделяется в цветнике своими розовыми цветками. Его цветение начинается в июне и продолжается с небольшим перерывом до октября. Под зиму можно посеять многие однолетники, например, космею и лаватеру. Для длительного цветения также стоит посеять неприхотливую календулу и бархатцы. Они не только украсят ваш сад на все лето до прихода морозов. Календула и бархатцы обладают полезными свойствами. Их посадки благотворно влияют на почву, обеззараживая ее от болезнетворных патогенов и предотвращая гнилостные процессы. Вы можете также посеять однолетние астры самой разной расцветки и однолетнюю хризантему. Обратите внимание еще на один симпатичный цветок под названием малькольмия. Малькольмия ценится своим пышным цветением и нежным ароматом. Ее лепестки имеют живописную окраску. Создается впечатление, что какой-то художник разукрасил их акварелью. Цветки небольшие, простой формы, но их насыщенная цветовая гамма сочетает в себе самые разные оттенки розового, голубого, сиреневого, фиолетового и синего цвета. Красочное цветение малькольмии длится 7-8 недель. Очень советую посадить в своем саду неприхотливую многолетнюю гауру Линдхеймера. Это настоящий цветочный фонтан из многочисленных цветков, похожих на порхающих мотыльков. Сорта гауры отличаются не только высотой, но и краской цветов и листвы. Пышное цветение длится все лето до самых морозов. Гаура Линдхеймера не только засухоустойчивая, но и выносит морозы до минус 23-30 градусов. И подобных красивых, неприхотливых цветов, которые можно посеять под зиму, очень много. Кстати, забыла сказать, обязательно ставьте метки с названиями растений. Они помогут вам весной найти участки с посевами и случайно их не перекопать. Я буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами цветов, которые можно выращивать осенним посевом семян в открытый грунт. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.